I'm Patrick Lancaster, and we're back to you in Donetsk, the capital of the Donetsk People's Republic, one of the two breakaway areas that broke away from Ukraine in 2014. And right now we are near the Donetsk airport in a civilian area that has just been decimated over the years by Ukrainian shelling. Almost no one still lives in these areas near the airport where there's just been so much daily shelling over and over again, just destroying almost 100% of the homes. So we're going to have a look. As you can see, fresh coat of snow on the ground, and we're going to have a look at how this almost ghost town is in the winter, and see if we can find anyone that's is still living here. We're here every year, and sometimes we run into some of the same people that have no choice but to still live here. Sometimes people come back to live, but this is a hard area for this war, almost 8 years now. You'll see. You'll just see how many of these homes are destroyed, and we'll talk to anyone that we can find here today. But it's going to be a nice adventure. So please like this video, share it across social media, and let's show the world together the hardships these people go through. Here we go. And make no mistake, this is a civilian area, or I should say was a civilian area that Ukraine forces have just brought to ruins. I mean, we can see it here. Every house here on the street is just completely destroyed. Over the years, I've seen people come and go from here, but it seems like this year there's no one left. We're gonna keep searching, go and fan out a little bit, but we'll have to see. I mean, there's nothing left here. This has just been destroyed by the Ukraine forces. Скажите, как вас можно представить? Владимир. Расскажите, пожалуйста, где мы находимся сейчас? Ну, поселок Веселый, улица Садовая. Это город? Ну, Донецк. Веселая окраина Донецка. Вот расскажите, когда-то было Ну, в разрушение? 2014 году еще, где-то в ноябре, наверное. Мы до октября жили еще полгода, думали, что оно все наладится, а потом уехали, но прилетело, никто не пострадал, слава богу. Ну, с моих, у меня 1 человек жил. Все уехали. Дети, внуки, старики с нами еще живут. По вашей улице насколько меньше людей стало? Да почти никого нет здесь, потому что все разбито. Свет есть, газ есть, вода, все есть, но жизни нету. Люди боятся... Прилеты, поставил, недавно был прилет, там свет перебило, провод. Вот было где-то месяц назад. В этот дом крыльцо попало, в тот дом там крышу попало. Ну, чаще начали стрелять, наверное, да. Ну, сейчас я так проезжаю наездами. Ну, а чувствуется, что и больше уже этот снаряд стал прилетать? Ну, не знаю, не скажу. Я же тут не ночую, не слышу. Это там вот люди живут, тут 3-й дом. Они, может сказать, они тут постоянно уже не уезжают. А как вы думаете, вот сейчас вот проходят переговоры между Россией и США насчет конфликта вот на Донбассе. Вот как вы думаете, они могут к чему-то привести? Не знаю, положительному. Ну, положительному, отрицательному, какому-то разрешению? Даже не знаю, что. И даже сам. Ну, ваше мнение. Смотрю каждый день новости, но
Не знаю, я думаю, что не пойдет на уступки Америка. То, что потребовали от них. Но есть надежда на что-то? Но регулирование конфликта. Не знаю. Мы посмотрим, время покажет. А как можно определить? Ну, чисто вот Как от себя, как вы считаете, что должно произойти, чтобы закончилась эта война? Не Наступил знаю, мир. войска отвести, наверное. То есть тут стоят рядом вот украинские войска, вот что тут километр. Что? Если бы они отошли полностью, Донбасс освободили, как оно положено, а потом уже, не знаю, как-то решали бы. Я думаю, что здесь уже никто не хочет Украину. И если не Украина, какой страна будет? Россия. И как вы думал, что местные люди хотят Россию или как? Если люди хотят в России. Я думаю, да. Если бы не хотели, паспорта не получали. Все же видно, люди сами желание изъявляют. Потому что мы тут же исконные. Нет, тут нации все у нас, Донбасс он вообще многонациональный. Тут как шахты поднимали, тут все, и Россия, Украина, все. Когда шахты, Донбасс поднимали, после войны, после Сталин когда был. Тут много национальностей, ну просто что не знаю, нас же Украина считает за людей. Что? Тут же оно было исконно как русское, понимаешь? Можно покажи твой дом, что был кухня, что был комната, как Ну, это? сюда подходи, тут. Там внутри, ну у меня вход оттуда. Ну, это вот. Прилет сюда был, вот несущие стены. Ага. Вот же несущая стена, вон плиты упали, с 2 этажей. Все упало. Ага. Это у меня гараж тут был, въезд, машины стояли. Ага. И что это был? Мина, град? Ой, тут все было. И грады были, танки были, все было. Я тут 7 градов только насчитал, 7. Вот этот сарай мы новый построили, тут сарая не было. Вот это самое, видишь, что там ворота улетели, там тоже градина пролетела. 7 штук градов я насчитал тут вокруг. Ага. Только понимаешь? Вот смотри. И откуда это стреляет? Ну оттуда, с той стороны, с Песок, с Украины. Ага. Тут смотри, вот за забором не был, видишь, это забора же нету. Вот забор был, вокруг усадьба была вот таким еврозабором. Это ничего нет, там прилет был в углу, видишь, забора нету тоже. Ага. Все, ну... И как вы думал, почему Украина стреляет на гражданский поселок? Не знаю, не думаю, что тут Россия стоит, войска. Тут не твои войска. Российских то не было, официальных войск не было, и сейчас нету. Ага. Я думаю, из-за того, что... Ну, они так говорили, что Россия тут оккупировала. США и Европа сказал, русские все время build this. Ну как, не было тут никого, тут были наши были ополченцы. Ага. А били куда били? Это наша крана, тут линия фронта. Бои же мы за аэропортом рядом. Тут были бои, сильные были бои. Когда аэропорт еще под ними был, под Украиной. И стоял планировать, что будет дальше? Не знаю. С чем? С войной? Жить. Не знаю, как. Мы квартиру снимаем. Ну, у меня кухня живая, но не знаю, что останется, не останется. Никто ничего не знает, что оно будет, как оно будет. Ну, говорят, что войска стоят везде, не знаю, что оно будет. Если сюда зайдут, тут ничего не останется, наверное. Вы строили это, да? Ну, да, с нуля тут строили, семья, ну, вся семья. 90-го года строили. А это сейчас теперь уже ничего не сделать. Сейчас такие цены и нереально сейчас. Люди надо, реально, где, да, не хочу. Вот тут была кухня, вот там была ванна. Вот тут комната, за ней еще комната, вот там был зал. Вот там была спальня, тут еще одна спальня. Вот тут был зал, вот эта кухня. Вот тут Откуда это стреляет? Авдеевка опытная, веселый. Это 2013 был как сейчас. Украинский там, да? А кто? Ну, не русский ж точно.
И почему, как вы думал, почему украинские стреляют на гражданский поселок уже 8 лет скоро? Почему? Да. Стреляют? На гражданский. Неадекватные, Да? больные люди. Как местные люди хочу? Они хочу местные. Хочу Россия или нет? России, конечно. Ага. Почему? Как почему? Это братский народ. Я вот рожденный в СССР. Понял. И зачем мне Украина, это, которая на свой братский народ гонит воинские части? Уничтожает нас танками, всякой артиллерией. Почему я должен любить Украину? Хотя у меня записано в паспорте, что украинский. После перемены, распада СССР точнее. Чего я должен любить ее? Я воевал 2 года. И что дальше? Все. Здравствуйте. Мы журналисты. Мы журналисты. Хочешь рассказать чуть-чуть комментарий? Пару слов можно по поводу того, как люди вот сейчас вот живут под аэропортом в красной зоне. Никак не живут. Вот буквально пару слов, вот как на самом деле, потому что одни говорят, что не стреляют, а другие говорят, что стреляют. И вот мы не можем понять, вот, на самом деле, есть это то самое обострение или все-таки вот его нет? Нет, обострение есть. Обострение есть. Вчера стреляли. Ну, откуда? Вернее, куда? Я вам не могу сказать. Ну вот отсюда я звук слышала. Ага, ага. Вот. Так что, А до этого тоже? да, каждый день. Каждый день. Если не с утра, то вечером. Ну, чаще стали стрелять. Чаще. Чаще. А как вы прячетесь от обстрелов? А меня тут практически целыми днями нет, я на работе. Вот. А вечером никак. Домой зашла, закрылась и все. А как спрячешься? Как вы думаете, что должно произойти, чтобы наступил мир? Да чтоб договорились. В конце концов, они могут до чего-то договориться. Кстати, вот насчет переговоров России и США, вот как вы думаете, вот на эти переговоры есть смысл надеяться? Ну, я думаю, что есть. Потому что если они не договорятся, то с Зеленским вообще никак не договоришься. Вот. 2 дня назад Зеленский сказал на Украину, обещание Украины, Донбасс и Крым будет Украина еще раз. Как вы думали это? Нет, я думаю, что не будет. Ни Донбасс, ни Крым украинским уже не будет. Потому что то, что они сделали с нами, Со всеми жителями Донбасса. ну, естественно. Что они сделают? Что Украина сделает за они здесь? Что Украина сделает? Да. Они мой дом разбомбили. Мы сколько вот жили по квартирам. Мама умерла от этого, от стресса, от всего на свете. Сердце не может. Ага. Ну, ей-то, конечно, и было уже 96 лет. Но, тем не менее, она бы еще могла пожить. Вот. Так что... Украина сказал, они не стреляют на гражданские. Они сказал, Украина сказал, они только стреляют на военные. Да, Как вы думал? список, вот она. Один дом развалили, бабке 90 лет. Можете пройти посмотреть. Ну, пожалуйста. Здесь живу, но уже тут восстановили. Ага.
Вот. А вот она, наша соседка, нам одновременно попала. От этой комнаты, где последнее окно, этой стенки то и не было, крыша упала. Ага. Вот. А тут бабка живет, вернее, жила. Вот. Тут некому восстанавливать. Ага. Поэтому вот так. Они сейчас на квартире живут. Как вы думал, это точно был Украина стреляет это? С песок это стреляли. Ага. Из песок прилетело. И вот одновременно вот это и вот это. Ага. So тут гражданский поселок, да? Конечно, конечно. И как вы думал, почему украинский стреляет на гражданский? Мирные люди. Почему они стреляют? Потому что мы хотим разговаривать на русском языке. Потому что мы не хотим отказываться от того, что во время войны было. У них свой герой Бандера, а у нас он абсолютно не герой. Ага. Вот. Бандера, да? Да. Ага. У них своя политика, у нас своя. Что будет дальше за Донецк? И Донецк, Не знаю, что будет. да? Не знаю, что будет. Как вы хотели, местные люди? Хочу Россия или хочу Украину, может быть? Только не в Украину. Ага. И Россия? Нет, в Россию, в Россию. Ага. Если завтра референдум за 3 выбора, Донецк, Народная Республика будет Россия, или Донецк будет ставать независимо, или будет Украина? Как вы думаете, какой процент местных людей будет выбирать? За Россию. Да? Да. Сколько? 50, 70, как ты думал? Сколько? Процентов 70 это однозначно будет за Россию. Да? Да. Ага, понял. Так что... И вы, как вы наш фест, может, семья или друзья на украинской стороне, или нет? У меня сейчас дочка в Авдеевке живет. Да? Да. И как она думала за эту обстановку? Плохо. Вас на связь или... У нас связь есть только по телефону. Ни она сюда не может приехать, ни я не могу туда поехать. Ага, ага, Так понял. Вот так. И как твоя зовут? Ирина, Ага, очень приятно. И можно сказать, именно где мы сейчас? это застанционный поселок, Куйбышевский район. Ага. И как далеко Донецк аэропорт? Вот она. Ага. Сколько метров? Ну, сколько метров я не знаю, но до войны мы сюда за 10 минут доходили. Если до вокзала я дохожу за полчаса, то сюда за 10 минут. Ага, понял. Этот дом сгорел. Да? Да. Как? Как? Обыкновенно от этого снаряда. Ага. Вот этот сгорел и вот тот сгорел. Вон, двухэтажка. Ага, понял. Это в каком? В 2014 году, в октябре месяце. Ага. Когда последний раз был попадание? Здесь? Ну, здесь, да, наверное, в 2017 году еще. Да, в 2017 году мы уже восстановили, а вот это все разбили в 2017. Да? Да. Ага. И иногда слышал, стреляет здесь, или И иногда каждый день. каждый день, да? Каждый день, только в разное время. Ага, so вы хотите сказать, это тут последний раз 17, но это район каждый день, да? Да, то, что не попадает, Ага, спасибо, что не попадает. ага, понял. Если я могу разговаривать, президент США и Украины и Европа, что вы хочу сказать они? Что я им хочу сказать? Да. Чтобы они договорились, не прессовали Россию, чтобы и они, и Россия нас признали.
Вот. И войти в состав России. Все. So, до свидания. До свидания. Спасибо. And that's what the area is like around the Donetsk airport. And you can see there's not much life here. We talked to a few people, and truth be told, there's a few people who didn't want to talk on camera. But as you can see, you know, a very small percent of people here. It's really a ghost town. Almost every home's been destroyed. So we're going to continue to bring you all of the developing facts here in Donetsk and show you exactly what's going on because no one else will, especially in English. So we're going to be just continuing on. So please like this video, share it across all social media, and make sure you subscribe if you're new, and stay tuned because I'm here in Donetsk to show you exactly what's going to happen. Whether this war develops and escalates into something big, I hope it doesn't, but we'll see. I'm here to show you what the real truth is.